Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем видео я вяжу стильный лаконичный шопер из джута. Модель универсальная и очень простая. Поэтому свою работу я немножко усложнила вывязыванием жаккардового узора на полотне. Скомбинировала два цвета пряжи. На ваше усмотрение вы можете сделать как я, упростить или усложнить узор, использовать несколько цветов или выполнить изделие в однотонном варианте. Это ни капли его не испортит. Такая модель сумки впишется в любой гардероб. В данное видео войдет вывязывание куполовидного дна, вязание стенок, расскажу принципы и основы вязания жаккардового узора, а также свяжем одну ручку на плечо. Сумка получается очень вместительная и объемная. Глубина 37 сантиметров, ширина изделия 32 сантиметра. Смотрите видео до конца, пишите комментарии, задавайте свои вопросы, подписывайтесь на мой канал, приступим к работе. Для вязания моего изделия мне потребуется крючок номер 5, ножницы, маркеры, а также я приготовила 3 мотка джутовой пряжи, халва, толщина S. У меня 2 цвета, 2 мотка натурального цвета и 1 моток цвет горчица. Характеристики моей пряжи: в 200 метрах 220 грамм, 1,5 миллиметровая нить. Все необходимые ссылки, а также ссылку на продавца-производителя материалов и инструментов я оставляю в описании под этим роликом. Также добавляю вам туда свой промокод на скидку. Вязать я буду в 2 нити, но цветную нить пока оставляю в стороне. Беру край начала с 1 и 2 мотка, набрасываю на ладонь, оборачиваю вокруг нее, минуя мизинец, ввожу крючок и, подхватывая рабочую нить, провязываю первый столбик в кольцо. Таких столбиков мне необходимо 6 в общей сложности. 3, 4, 5, 6. Складываю образовавшийся ряд жестко пополам и туго-туго стягиваю кольцо. Теперь обращаю ваше внимание, вам необходимо решить, как вы будете вязать: по спирали или соединяя ряды ряд за рядом бесшовным соединением. Я буду вязать по спирали, но предупреждаю, что при вязании жаккарда в одном месте на стыке рядов у меня будет небольшая ступенька узора. Так как нить у меня не очень толстая, это приемлемо. Если вы будете соединять ряды, ступеньки не будет, но на протяжении полотна сумки будет по изнанке и, возможно, небольшое уплотнение по лицу в месте соединения рядов. Я вяжу по спирали, поэтому вставляю крючок сразу в первую кромочную косу первого ряда. Во втором ряду подхватываю край начала и ввязываю его в полотно. В каждую точку второго ряда мне нужно провязать 2 столбика. Первый, сюда же второй. Из 6 у меня получится 12. В следующую 1, сюда же второй. При вязании этого узора для идеально ровного круга необходимо 8 добавлений в круг. Я делаю 6 для того, чтобы дно моего изделия было куполовидным. Продолжаю вязать по 2 столбика в каждую точку, подхватывая кромочную косу крючком за обе дужки. 6 добавлений провязано. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее перехожу на 3-й ряд и начинаю его точно так же с добавления. То есть, по сути, это 7-е добавление по спирали. 2 столбика в одну точку. Здесь для удобства я могу поставить маркер, что это начало нового ряда.
И теперь у меня каждый ряд будет увеличиваться расстояние между двойными, между добавлениями. Добавка одинарная. Следующая петля добавка. Потом снова одинарная и так до конца ряда. Слежу, чтобы добавлений в ряд получалось ровно 6. Три ряда провязано. С 4-го ряда и все последующие мне необходимо будет следить, чтобы добавление не попадало на добавление прошлого ряда, иначе у донышка будет угловатость. Итак, тут у меня последняя 6-я добавка 3-го ряда. Далее я вяжу 2 петли без добавления, то есть в одну точку провязываю 1 столбик, 2. И на 3-ю, вот в следующую за добавлением прошлого ряда, я провязываю сразу 2 столбика в одну точку. Как я и говорила, каждый раз расстояние между добавлениями увеличивается на 1 столбик. В 4-м ряду это 2 петли, в 5-м 3, 4, 5 и так далее. Можно считать расстояние между добавлениями и дополнительно контролировать себя, проверяя, что добавление текущего ряда в следующую петлю от добавления предыдущего ряда. Итак, снова 2 столбика одинарных и на 3-й 2 столбика в одну точку. Вяжу этот ряд, перехожу на следующий по спирали, вяжу ряд за рядом, проверяю количество добавлений в ряд, проверяю расположение добавления. Добавки пойдут по спирали, по кругу, а также навязываю необходимую рядность. В моем случае это порядка 12 рядов. У меня должно получиться в круг 72 столбика. Я провязала 12 рядов и имею 72 столбика в круг. Размер моего донышка 25 сантиметров. Оно имеет куполовидную форму из-за количества добавлений в ряду. И конец начала ряда сдвинуты. Я слежу по последнему добавлению ряда и могу определить, где закончился мой ряд добавлений. Вот последняя добавка, которая дала 72 петли. Устанавливаю сюда маркер. Количество петель больше меняться не будет. Мне оно важно, так как полотно будет иметь узор жаккардовый. Шаг узора 8 столбиков. Узор будет повторяться 9 раз по кругу. 72 делится на 8 и получается 9. Если у вас другой материал, плотность вязания или размер изделия, оттолкнитесь от кратности узора. Продолжаю вязать с тем же натяжением нити в одну точку 1 столбик. Не делаю ни добавлений, ни убавлений до момента вывязывания узора. Сейчас я провязала 10 рядов без добавления от маркера. Это порядка 11 сантиметров по полотну. И сейчас я смогу спланировать размер и глубину своей сумки. Я набросала схему узора. Вы можете воспользоваться моей схемой, найти схему в интернете или расчертить собственную. Это могут быть линии, треугольники, прямоугольники, ромбы, квадраты, все что угодно. Итак, моя схема представляет собой чередование рядов в начале и в конце, а внутри чередование петель разного цвета в каждом ряду. Итак, ширина моего узора это 8 столбиков, то есть 8 столбиков будут повторяться по кругу изделия относительно моему количеству петель 9 раз, то есть 72 петли у меня. И высота этого узора 17 рядов. 17 рядов я уже для себя могу спрогнозировать примерную глубину сумки, зная, что 10 у меня уже провязано. Итак, сейчас я вяжу ряд,
желтого цвета. У меня катушка позволяет вытащить нить из центра намотки и с начала клубка. Если такой возможности нет, необходимо перемотать моток с помощью весов, либо пользуясь метражом. Итак, я провязываю новый столбик нитью основного цвета, а его шляпку уже цветной нитью. Подтягиваю все ниточки. Сейчас я буду вязать ряд желтого цвета, при этом оставляя внутри полотна край начала и нить основного цвета. То есть ввязываю в полотно. Все ниточки идут столбик за столбиком вместе со мной. И последний столбик цветного ряда я вытягиваю, но провязываю уже основной нитью полотна. То есть его шляпка натурального цвета джута. Оставляю в полотне желтую нить и продолжаю ряд нитью натурального джута. Обе ниточки, весь ряд идут вместе. Одна внутри ряда, другой я вяжу этот ряд. И так чередую. Сейчас вяжу ряд натуральный, далее вяжу 2 ряда желтого джута и снова ряд натурального джута. Потом перехожу на орнамент. Я провязала чередование рядов: желтый натуральный, 2 желтых натуральный. Сейчас перехожу на вязание орнамента внутри ряда. Чередование петель: натуральная 3 желтых, натуральная 3 желтых. Мне нужно повторить 9 раз по кругу. Здесь нужно быть внимательным. Если я перехожу с цвета на цвет, то у последнего столбика другого цвета я вяжу шляпку текущего следующего столбика. Итак, натуральный столбик, а шляпку вывязываю желтого цвета, потому что следующие 3 петли у меня должны быть желтые. 3 желтые петли. Слежу, чтобы нить, которой я не вяжу, была внутри полотна и не отставала от вязания. Далее у меня будет меняться цвет. 3 желтых провязано, и значит шляпку этого столбика я вяжу натуральным цветом. Желтый прячу в полотно, вытягиваю столбик натурального цвета и провязываю шляпку его желтым цветом. Далее прячу натуральный и 3 столбика вяжу желтого цвета. Слежу за ровностью узора, то есть столбики и шляпки над ними одного цвета, и вяжу, чередуя натуральный 3 желтого, натуральный 3 желтого по кругу. У меня последняя петля ряда, она желтая, но за ней будет натуральная, поэтому ее шляпку я провязываю натуральной нитью, после чего провязываю натуральный столбик со шляпкой желтого цвета. Готово. Это первый столбик нового ряда, и здесь я определяюсь с узором. У меня 2 вида узора, они очень похожи. Один с квадратом в основании, другой с ромбом. Я останавливаюсь на ромбе, то есть сейчас не обращаю внимания на этот чертеж. Повторяться по кругу 9 раз у меня будет этот узор. Следующий ряд: натуральная, 2 желтых, 3 натуральных, 2 желтых, и повторяться эта комбинация будет 9 раз по кругу. Далее я действую по схеме, вяжу весь узор по тому же самому принципу, меняя нити и слежу за цветом последующего столбика, чтобы провязать этим цветом шляпку очередного столбика.
Вязание цветного узора подошло к концу. Я могу отрезать желтую нить с небольшим запасом. Этот запас сейчас вяжу в полотно натуральными бежевыми нитками. Подтягиваю, оставляю внутри ряда, продолжаю вязать еще несколько рядов в натуральном цвете, после чего буду переходить к вязанию ручки. У меня провязан еще один ряд после цветного узора. Здесь и сейчас я планирую основание ручек. Общее количество петель 72 делю на 6 и умножаю на 2. Получается 24 петли основания ручки с одной и с другой стороны для гармоничного внешнего вида. Намечаю маркерами ручки и продолжаю вязать 24 столбика. Последний столбик. Провязываю петлю подъема и поворачиваю полотно. В каждом ряду я буду делать одно убавление, пропуская первую точку для провязывания. В каждом ряду будет минус 1 столбик, и основание ручки пойдет на сужение. Вяжу туда-обратно, туда-обратно. У меня провязано 19 рядов, и ширина ручки составляет 6 столбиков. Больше это количество изменяться не будет. Убавление в начале ряда делать больше не нужно. Я делаю подъем на следующий ряд, переворачиваю вязание и, не пропуская первого столбика, вяжу по 6 в каждом ряду туда-обратно, туда-обратно. Точно такая же ручка будет связана с зеркальной стороны, поэтому длина будет в половину ручки. То есть сейчас мне нужно в общей сложности порядка 30 сантиметров с одной и с другой стороны. Шов будет по вершине ручки. Ручка 30 сантиметров. Я с небольшим запасом отрезаю нить, вытягиваю крючок. И точно так же на зеркальной стороне вывязываю вторую часть ручки, проверяя рядность и длину, после чего буду сшивать ее. Вытягиваю нить для провязывания столбика с небольшим запасом, пускаю край начала в полотно, закрепляю первый столбик. Здесь их точно так же 24, каждый следующий ряд уменьшает количество столбиков на 1, до 6 столбиков и по той же рядности, что и первая ручка. Обе ручки имеют по 33 ряда. Я отрезаю нить с запасом для сшивания. Вытягиваю петлю и вставляю ее в иглу. Здесь можно сшить любым способом, с помощью крючка или иголки. Я провожу просто стежки стык в стык. Количество петель одинаково, поэтому одна к одной, с изнанки на лицо по одной части, с лица на изнанку в соответствующую петлю по другой. И снова с изнанки на лицо по одной, с лица на изнанку по другой. Подтягиваю хорошенько, чтобы стык был без просветов. Продолжаю вшивать, после чего связываю два конца нити в крепкий узелок и прячу кончики в полотно.
Сумка готова. Я уже хорошенько отпарила ее и прикрепляю бирку как завершающий штрих. Очень удобная, стильная, вместительная, может служить как пляжным, так и городским шопером. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!